И снова здравствуй, мой дорогой зритель. В CS2 вышло небольшое обновление, которое весит 127 мегабайт. Разумеется, обсудим его, немного скрытых файлов, и я вам поведаю несколько маленьких интересных фактов. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Хочешь продуктивно начать лето, то самое время испытать удачу и выбить классные скины на Hellstore, играя против реальных людей. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше положишь, тем выше шанс выигрыша. Или же Coin-Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбираешь значение и ждешь победного прокрута. И, конечно же, Краш, которым ставишь значение, и если линия ее прошла, то ты в шоколаде. Ну а если вдруг тебе не понравился выбитый скин, то всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Так что не теряй времени и заходи по ссылке в описании. Ну что же, по традиции сразу же начнем с сегодняшнего обновления, которое по сути посвящено фиксам. Исправили ошибку, из-за которой очки в режимах бой насмерть и гонка вооружения насчитывались неправильно. Также исправили баг, при котором игроки могли в некоторых местах просматривать сквозь потолок. То есть старый добрый прикол, когда вы находитесь в достаточно маленьком пространстве от пола до потолка и пытались встать, камеру персонажа передергивала вверх. И борьба с данным багом ведется уже год, и я надеюсь, они наконец-таки его окончательно победили. Но сомневаюсь. А еще разработчики постарались исправить моменты, когда бомба могла застрять за пределами игровой зоны. Имеется в виду не только проваливание сквозь текстурки, но и места, куда можно было ее закинуть и в итоге не поднять. Но опять же, подобные проблемы в игре, скорее всего, рано или поздно будут появляться вновь. Ну а завершает официальный список изменений сообщением о различных улучшениях стабильности. И если вдруг у вас появилось острое желание назвать обнову говном, то по сути так оно и есть. Все пункты в обновлении рано или поздно снова появятся в игре. Ну а что же касается скрытых файлов, то разработчики в последнее время стали очень жестко чистить код CS2 от лишних функций, которые были скопированы из CSGO. Туда же входят различные режимы и упоминания старых операций и прочая шелуха, которая попала еще при переносе игры с движка Source 1. Ну а также в файлах игры удалили парочку файлов TypeScript, которые должны по идее взаимодействовать с режимами в игре. По всей видимости, игра пока что не перешла полностью на систему Pulse, и все файлы и упоминания, что мы видели ранее, являлись лишь тестом на одно из крупных обновлений в будущем. Ну а теперь же я наконец-таки поведаю вам немного маленьких фактов, связанных с CS2. Античит в игре по-прежнему работает как собака сутулая. Большинство крупных волн, что вы видели, делались ручками, а не автоматически. Вак Лайф банит только отбитых читеров, которые либо не вышли из спячки, или же намеренно собирались распрощаться со своим аккаунтом. Ну а Trust Factor в игре на данный момент работает лишь как индикатор либо вашего статуса доверия, или же как предвестник будущего бана на аккаунте. Сам же подбор игроков работает некорректно, если вообще работает. Крупная волна банов, которая задела фермеров, не убила само понятие фарминга в игре. Как и с читерами, бан происходил вручную. Через некоторое время игра вновь заполнится фермами. Вся вышеперечисленная информация проверялась и тестировалась при помощи 30+ аккаунтов. И то чисто для любопытства. Желания делать по этой теме отдельные ролики у меня изначально не было, и поэтому просто решил скинуть вам ее на голову как пищу для размышления. Что ж, на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!